Для каждого человека с постсоветским бэкграундом панельные дома – это понятная и привычная среда обитания. Сложно представить на пространстве бывшего СССР город без многих гектаров панельной застройки. Дома эти у нас не особо принято любить, разве что на фоне ностальгии по советскому модернизму. Но что важно понимать? Массово такие дома начали возникать после Второй мировой, и не только в социалистических странах. Постройки из бетонных конструкций оказались просты в производстве, и ими стали заполнять разбомбленные кварталы. Сегодня поговорим об истории индустрии панельных домов, как она отражает глобальные социальные изменения, перемену в образе жизни миллионов людей по всему миру. Бетонный панельный дом – это один из вариантов модульной конструкции. Они не возводятся на месте из бревен или кирпичей, но составляются из заранее изготовленных стандартных деталей, которые просто доставляют туда, где нужно построить дом. Сарай или склад, неважно, что угодно. Всякая подобная стандартизация – путь к появлению масштабной индустрии. Раньше дома возводили мастера по индивидуальным проектам. Теперь же нужно собрать дом из готовых блоков, что не требует ни огромной квалификации, ни длительного времени. И понятно, что такие дома на порядок дешевле. Применить такой подход в домостроении попробовали аж в 1830-м. Тогда в Англии появилась вот такая вот конструкция – колониальный коттедж Мэннинга. Его создатель, плотник Джон Мэннинг, разработал дом для сына, который собрался перебраться в Австралию. И дом этот был полностью разобранный из взаимозаменяемых деревянных рам и панелей, которые можно доставить морем на австралийский берег и там собрать без особых сложностей. Примерно как сейчас собирают шкаф из Икеи. Мэннинг при этом изготовил детали так, чтобы каждую из них человек средней силы мог пронести на руках несколько миль. Ведь с гужевым транспортом или вьючными животными в Австралии могла быть напряженка. Многие британские переселенцы, отправлявшиеся в Австралию и Южную Африку, стали заказывать подобные коттеджи. Мэннинг же разработал несколько вариантов таких домов для разных семей. Позже разобранные дома появятся и в США, куда массово устремились люди в XIX веке, подальше от европейской нестабильности. Однако еще более масштабную миграцию спровоцировала мировая война, начавшаяся в 1914. Боевые действия на Западном фронте почти все время велись в условиях окопной войны. Узкая полоса фронта протянулась через континент, от Северного моря до границ нейтральной Швейцарии. Войска где-нибудь во Фландрии или в Шампании могли подвинуть противника на несколько километров лишь с огромным трудом и ценой десятков или сотен тысяч жертв. При этом полоска фронта находилась в самом центре Европы, в самом сердце. Города в зоне боевых действий – Ипр, Верден, Сан-Кентен – могли месяцами утюжиться артиллерией и превращались в руины. Европа прежде не встречалась с опустошением такого масштаба, и, понятное дело, люди из этих городов уезжали. Желая помочь беженцам из Бельгии, прямо в 2014 году молодой французский архитектор швейцарского происхождения Шарль-Эдуар Женери Гри предлагает особую конструкцию, которую он назвал «Дом Ино». Это игра слов с латинским «domus», то есть «дом», и всем известной игрой «домино». Конструкция представляет собой модульный каркас жилого дома. Его можно воспроизводить сколько угодно, а внутреннее пространство наполнять по своему усмотрению. Дом Ино, можно сказать, личинка всех будущих панелек. А ее создатель, Женери Гри, войдет в историю как отец современной архитектуры под псевдонимом Ле Корбузье. Он надеется, что этот дом Ино будет использоваться для восстановления европейских городов после войны. Но происходит иначе. Стандартные и легко возводимые конструкции стали нужны армии. Вся строительная индустрия и инженерная мысль тогда работали на нужды военных. Вот одно из изобретений тех лет – хижина Ниссена, которую можно использовать и как временное жилье, и как склад. Первая мировая заканчивается. От довоенной реальности, которую иногда называют прекрасной эпохой, не осталось и следа. Прежние империи распались. Страны разорены, миллионы мужчин возвращаются с фронта, и им нужны работа и жилье. В России же побеждает большевистская революция с ее идеологией социализма. Однако концепция масштабного планирования, которое должно устроить экономическую и общественную жизнь на неких рациональных и эффективных основаниях, становится популярна не только в СССР, но и по всему миру. Авангардные течения в искусстве стараются расщепить креативный процесс, освободить творчество от всех условностей и излишеств, что не может не затронуть архитектуру.
20-е и начало 30-х знамениты яркими экспериментами советских архитекторов-конструктивистов. Поговорим о них после небольшой рекламы. YouTube, несмотря на блокировку, все еще одна из самых популярных соцсетей в России, после ТикТока, Телеграма и ВКонтакте. На популярность сервиса указывают и прогнозы рынка рекламы на медиаплатформах. YouTube к концу этого года займет чуть ли не половину рынка. В общем, россияне не собираются отказываться от любимого сервиса. Проблема только в блокировках. Ведь нужно еще поискать такой VPN-сервис, который будет стабильно работать в вашем регионе и не подвисать при этом время от времени. Такой сервис создала команда разработчиков из независимого петербургского медиа «Бумага». Называется сервис PaperVPN. С PaperVPN вы сможете спокойно смотреть YouTube в Full HD, не опасаясь, что ролик начнет подвисать. За это отвечает команда сервиса, контролирующая распределение пользователей по множеству серверов, чтобы нигде не случалось перегрузок. Сервис работает уже 3 года, пережил несколько волн блокировок и успешно устраняет любые неполадки, что отражается в положительных отзывах пользователей. В отличие от других сервисов, у PaperVPN есть собственные приложения для популярных операционных систем. Их можно скачать в Apple Store и Google Play. Приложение это нужно настроить всего раз, а дальше включать VPN одним кликом. У PaperVPN нет ограничений на количество устройств в одной подписке. Сможете купить одну подписку и на себя, и на друга, и на родителей. Сейчас сервис проводит Черную пятницу. Действуют огромные скидки на все тарифы. Сможете сэкономить аж 72% на двухлетнем тарифе, использовав промокод CATS72. Цены начинаются от 100 рублей в месяц. Оплатить можно любой картой. Акция действует до 1 декабря, после цены на тарифы PaperVPN вырастут. Так что не упустите момент, ссылка в описании. Дается 2 недели на тест, если сервис вам не понравится, вернут деньги без вопросов. Кстати, у сервиса есть и реферальная программа. Приведете друга до 1 декабря, каждый из вас получит 2 месяца бесплатно. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым и в том числе такие видео необычные выпускать. Продолжим. Ле Корбюзье приезжает в Москву в 1928 году, что становится целым событием. Он проектирует здание Центра Союза на Мясницкой. Тогда социализм еще ассоциируется с художниками-авангардистами. Власти готовы поощрять их творческие поиски и в живописи, и в кино, и, разумеется, в архитектуре. Такая творческая атмосфера крайне воодушевляет Ле Корбюзье. Он сходится со звездами эпохи, например, с режиссером Эйзенштейном. От его фильма «Броненосец Потемкин» Ле Корбюзье в полном восторге. Его интересует и советский конструктивизм в живописи и архитектуре. Тем более, что сам Ле Корбюзье подробно писал о работах Малевича, Татлина и Эль Лисицкого в основанном при его участии модернистском культурном журнале «L'Esprit Nouveau». Во время поездки в Союз у него также завязываются тесные отношения с художниками и архитекторами Леонидом, Виктором и Александром Весниными. Они спроектировали, в частности, универмаг на Красной Пресне и дворец культуры ЗИЛ. Словом, в Москве Ле Корбюзье чувствует себя среди своих. В Германии же формируется архитектурная школа Баухаус, которая ставит задачу порвать с академической традицией в архитектуре и соединить искусство с техникой. Основатель школы Вальтер Гропиус вместе с Адольфом Мейером в 1927 году выдвигает концепцию большого модуля. Они разрабатывают конструкцию из 6 отдельных бетонных модулей, которые можно соединять в произвольных комбинациях и создавать разные варианты строений и внутренних помещений. Разработчики не скрывают, что вдохновились игровыми наборами для школьников, которые выпускались с 1880 года немецкой фирмой Рихтер. В набор входят маленькие блоки разной формы, что-то вроде пазла. Если собирать их по инструкции, то без клея и болтов получится устойчивая модель какого-нибудь здания. Однако попытки строить дома из панелей в Германии 1920-х годов останутся на уровне экспериментов. Тогда же Ле Корбюзье разрабатывает собственную теорию новой архитектуры. Он думает не об отдельных домах, а о том, как изменить подход к градостроению в целом. Считает, что дом должен быть машиной для жилья, то есть неким продуманным механизмом, каждая деталь которого просчитана и направлена на выполнение полезной деятельности, то есть обеспечение пользователю комфортной повседневной жизни. Ле Корбюзье постулирует идеи правильной планировки строений и организации городского пространства, которые невозможны в традиционных городах с четким делением на центр и периферию. И в начале 30-х представляет концепцию другого устройства под названием «Вий Радиос» или «Лучезарный город».
Согласно этой концепции, здания должны быть оборудованы всем необходимым для жизни – автоматическими прачечными, яслями, библиотеками и тому подобным, а между ними будут обширные зеленые общественные пространства. Концепция на тот момент совершенно футуристическая. И была с ней маленькая проблемка. Чтобы построить где-нибудь такой город, его нужно заложить с нуля. Ле Корбюзье это не останавливает. Еще в 20-х он представил городским властям Парижа проект радикального переустройства французской столицы – план Вуазан. Он предусматривал снос практически всего города и строительство на правом берегу Сены, напротив острова Сите, ни много ни мало 18 идентичных небоскребов, посаженных квадратно-гнездовым методом на равном расстоянии друг от друга, ну и через пробитие через исторический город соответствующих магистралей широченных, чтобы небоскребы соединить и организовать новые общественные пространства. Разумеется, расположенные в районе такой застройки ценные архитектурные объекты, хотя бы Лувр и Триумфальную арку, Ле Корбюзье собирался сохранить и даже доказывал, что в новом обрамлении из магистралей они заиграют совершенно новыми красками. Мол, на них откроются новые видовые коридоры. Остальные же исторические здания он предлагал снести нахрен. И даже привел расчеты, насколько пополнится городской бюджет, когда помещения в таких небоскребах арендуют корпорации из разных стран мира. Париж же станет мировым экономическим центром. Специалисты до сих пор спорят, предлагал ли Ле Корбюзье этот план всерьез или просто прикалывался, хайпил. Конечно, власти Парижа предложение отвергли. В середине 30-х французский архитектор едет в Америку, где пытается доказать, устройство Нью-Йорка, при котором горожане должны 1,5 или 2 часа добираться на работу из пригородов, это великое расточительство человеческого ресурса. Ведь у состоятельного работающего человека попросту не остается времени на себя и семью. Поэтому Ле Корбюзье предлагает радикально перестроить Манхэттен, сделав местные небоскребы еще выше, но расположив их по сотовому принципу, освободив пространство для зеленых общественных зон. Так на острове должно хватить места и для жилья, и для работы с досугом. Американцы, правда, концептом тоже не проникаются. Предлагал он такое и в Москве, в ту свою поездку. Снести часть старых зданий и построить гигантские панельки с автомагистралями и парками. Он даже провел лекцию в Политехническом музее, где назвал Москву азиатским городом, нуждающимся в коренной перестройке. Вряд ли он мог догадаться, что вскоре конструктивистские эксперименты в СССР свернут и начнут поощрять выработку стиля с опорой на классицизм. То, что мы знаем как сталинская архитектура. В Германии вскоре тоже все изменилось. Баухаус не пережил приход нацистов к власти. Среди членов Баухауса было немало евреев и тех, кто питал симпатии к коммунистам, что, конечно же, никуда не годилось. В начале 30-х многие участники школы, как и ее основатель, эмигрировали в Соединенные Штаты. Другие застраивали современный Тель-Авив в британской подмандатной Палестине. Кто-то даже выехал в СССР. Однако были и те, кто предпочел остаться. Все-таки членство в Баухаусе само по себе не считалось поводом для преследования. Одним из оставшихся был Эрнст Нойферт, ученик и сподвижник основателя Баухауса. Он оказался одержим идеей стандартизации строительных технологий. В 1936-м он выпускает справочник по строительному проектированию о том, как можно организовать здания с учетом принципов эргономики. Книга становится популярной, а Нойферт обращает на себя внимание любимого архитектора Гитлера Альберта Шпеера, который в том числе отвечал за генплан преобразования Берлина в невиданную столицу мира и с 1939-го за военные постройки в Рейхе и на оккупированных территориях. Поэтому Шпеер сразу проникся ценностью стандартизированного подхода и привлек Нойферта в качестве частного консультанта. В 1943-м Нойферт выпускает подробный справочник по строительным стандартам. Фактически это аналог ГОСТов для огромного набора элементов, от стальных балок до кирпичей, а также для бетонных панелей. В том году Третий Рейх провозглашает начало тотальной войны. Все ресурсы должны быть направлены на военные цели, чтобы избежать поражения. Введение же четких стандартов экономит материалы, а модульные технологии позволяют возводить объекты быстрее. К тому же четкая стандартизация позволяет использовать принудительный труд остарбайтеров. Теперь те могут быстро и без лишних объяснений работать на строительных объектах в Рейхе и на подконтрольных ему территориях. Кстати, тогда же задумались и о быстром восстановлении городов Рейха после бомбардировок, и в 1944-м привлекли Нойферта к разработке планов. Во Франции тоже появляются такие планы.
Первый начал разрабатывать еще коллаборационистский режим Виши под руководством маршала Петена. В различных регионах Франции создавались специальные комиссии, в которых состояли и архитекторы-модернисты, и инженеры-технократы, готовые решать задачи строительства и планирования при любых режимах. И хотя ни до какой особой реконструкции в годы войны дел не дошло, именно при Виши были разработаны первые общие планы. Кстати, и Ле Корбюзье после 40-го пытался наладить отношения с властями Виши и заинтересовать их некоторыми проектами, однако общего языка с ними не нашел. Но вот война заканчивается. В города тянутся люди из деревень. Жилищная проблема усугубляется, строить нужно было как можно больше и еще вчера. И тогда снова возникает Ле Корбюзье. Он разрабатывает проект нового многоквартирного дома для Марселя, который сильно пострадал от бомбардировок. Полученный заказ Ле Корбюзье решает сделать своим шедевром и показывает на практике, как можно создать панельный дом совершенно нового типа, рассчитанный на совместное комфортное проживание многих семей. Свой проект он называет «Жилая единица». Его строительство завершается в 1952-м. Это 17-этажное здание, рассчитанное на 337 квартир. Тут Ле Корбюзье воплотил свои идеалы вертикальной архитектуры по полной. Компактное высокое здание окружает большое общественное пространство. Квартиры в нем рассчитаны под разных жильцов, как под многодетные семьи, так и под одиноких людей. Есть даже двухуровневые квартиры. А само здание включает разные коммунальные пространства, торговые лавки, библиотеки, общие помещения. Все необходимое буквально под рукой. Ле Корбюзье продумал и сложную цветовую гамму дома, вид на окружающее пространство, солнечную ориентацию здания. Чтобы вы понимали, насколько здание было новаторским для того времени, приведу такие данные. В 50-м году во Франции собственные туалеты имело лишь 25% жилищ. Ванная была лишь в 10% квартир. На таком фоне дом, в котором есть кафе и магазины, не считая всех базовых удобств в квартирах, выглядел очень прогрессивно, даже слишком. Этот проект должен был открыть дорогу к массовому панельному строительству. Во Франции как раз начинается бэби-бум. Проводятся первые конкурсы на крупную застройку, рассчитанную на сотни новых квартир. И хотя вовсю разворачивающееся панельное строительство отчасти реализовывается по замыслам Ле Корбюзье, в происходящем он принимает лишь скромное участие. Но жилищные проблемы СССР после войны едва ли сопоставимы с французскими. Половина европейской территории Союза лежит в руинах. Но власти решают, с гражданским жильем успеется. В первые послевоенные годы основные фонды направляются на восстановление индустрии. Главной же единицей быстро возводимого жилья во многих советских городах становится многоквартирный деревянный барак. Строительные институты тогда разрабатывали проекты типового жилья, делая выбор в пользу небольших многоэтажных домов из кирпича, которые можно возвести без больших контингентов строителей и с минимумом техники. Такое строительство часто поручают предприятиям. Мол, хотите обеспечить работников жильем, стройте на средства производства. Параллельно же развивается та самая парадная сталинская архитектура. В таких домах жили ответственные работники и проверенные научные и творческие кадры. Качественные материалы, удобные квартиры. Такие дома появлялись и в восстанавливаемых после войны городах, в престижных районах, но едва ли способствовали решению жилищной проблемы. Тогда расслоение между советской элитой и остальными людьми колоссальное, ведь остальные люди живут где попало и в каких попало условиях. Пытались строить и панельки, кстати, но с Францией тогда власти не сотрудничали, а советский стальной каркас для панельных домов делал такой дом значительно дороже кирпичного. Для коренных изменений должна наступить другая эпоха. После смерти Сталина государственный пресс ослабевает. Держать население в прежних скотских условиях противоречит интересам новой власти. А значит, необходимо как можно скорее запустить массовое строительство дешевого жилья. И тогда Никита Хрущев, который к концу 50-х выходит победителем в борьбе за власть, обращает внимание на французский опыт панельной застройки. Хрущев ею очень увлекается. А если он чем-то увлекается, спорить с ним бесполезно. Такой был человек. Но в случае с панельным домостроением увлечение такое пошло стране на пользу. Во Франции были закуплены первые технологические линии по производству панельных домов. Вообще, сами свойства панельного домостроения могли раскрыться на максимальном уровне лишь в условиях директивной экономики. По указанию Хрущева инженеры и архитекторы разрабатывают как можно более дешевую модель дома по принципу ничего лишнего. Ни по площади квартир, ни по любым другим элементам. Получается машина для жилья в ультраэкономной комплектации. А затем ее запускают в массовое производство.
Так как вопрос собственности земельных участков в СССР, считай, не существовал вовсе, градостроители могли свободно планировать целые районы, кварталы, жилые массивы новых домов, которые вскоре начали называть хрущевками. Это не лучшие дома на свете, но средний советский горожанин впервые за десятилетия смог реально рассчитывать на получение собственной, современной, отдельной квартиры. Во Франции жилые панельные комплексы со временем переживут ту же эволюцию, что и подобные районы СССР. Превратятся из символа повышенного уровня жизни простого человека в олицетворение изолированных спальных гетто для неблагополучных слоев населения. Районы подобного типа во Франции назовут народными кварталами, только вот народный здесь будет словом скорее ругательным. Ну а что произошло в СССР, мы с вами прекрасно знаем. Хрущевками, брежневками и другими панельными домами был застроен буквально весь не то что СССР, а соцблок. Сейчас их можно найти и в Евросоюзе, и в странах Средней Азии. Я тоже родился и вырос в панельной 12-этажке, Брежневке, в стандартной двухкомнатной квартире, куда расселились из коммуналки мои бабушка с дедушкой. Такие дома были как в моем Щукино в Москве, так и по всему соцблоку от Берлина до Алма-Аты. Что-то есть объединяющее в этих домах, которые сейчас уже, конечно, далеко не являются лидерами на рынке недвижимости, но в свое время помогли людям кардинально изменить качество своей жизни и переехать из коммунальных квартир и деревянных бараков в свое собственное жилье со своим частным туалетом, ванной, балконом и кухней. А в каком доме вы выросли и где он находился? Расскажите в комментариях. До завтра.